В этом видео мы рассмотрим списки и кортежи. Они называются основными типами данных и являются одним из ключевых типов структур данных в Python. Кортежи. Кортежи – это упорядоченная последовательность. Это кортеж ratings. Кортежи выражаются в виде элементов, разделенных запятыми в скобках. Эти значения находятся в скобках. В Python есть разные типы – строки, string, целые числа, integer, вещественные числа, float. Все они могут храниться в переменной типа кортеж, tuple. Каждый элемент кортежа может быть доступен через индекс. В следующей таблице представлены отношения между индексом и элементами в кортеже. К первому элементу можно получить доступ по имени кортежа, за которым следует квадратная скобка с порядковым номером. В данном случае 0. Также получаем доступ ко второму элементу. Соответственно, получаем доступ и к последнему элементу. В Python мы можем использовать отрицательный индекс. Отношения следующие. Соответствующие значения показаны здесь. Можно объединять или комбинировать кортежи, добавляя их. Результат получается со следующим индексом. Если мы хотим получить несколько элементов из кортежа, можно нарезать кортежи. Например, если нам нужны первые три элемента, мы используем следующую команду. Последний индекс на 1 больше, чем индекс элемента, который нам нужен. Обычно, если нужно 2 последних элемента, используется следующая команда. Обратите внимание, что последний индекс на 1 больше длины кортежа. Для получения длины кортежа используем команду len. Поскольку здесь 5 элементов, результат 5. Кортежи не предназначены для изменения, а это значит, что мы не можем их менять. Чтобы понять, почему это важно, посмотрим, что произойдет, когда присвоим переменной ratings1 значение ratings. Для наглядности используем картинку. Каждая переменная не содержит кортеж, но ссылается на один и тот же неизменяемый объект кортежа. Больше об объектах смотрите в модуле «Объекты и классы». Допустим, мы хотим изменить элемент с индексом 2. Поскольку кортежи неизменны, это невозможно. Поэтому изменение ratings не повлияет на ratings 1, поскольку кортеж неизменен, то есть мы не можем его изменить. Мы можем назначить другой кортеж для переменной ratings. Переменная ratings теперь ссылается на другой кортеж. Как следствие неизменности, если мы хотим манипулировать кортежем, мы должны вместо этого создать новый кортеж. Например, если мы хотим отсортировать кортеж, мы используем функцию sorted. Вот исходный кортеж. Результатом является новый отсортированный кортеж. Для получения дополнительной информации о функциях смотрите наше видео о функциях. Кортеж может содержать другие кортежи, а также другие сложные типы данных. Это называется вложение. Можно получить доступ к этим элементам, используя стандартные методы индексации. Если мы выбираем индекс с кортежем, применяется такое же соглашение индекса. Таким образом, можно получить доступ к значениям в кортеже. Например, мы можем получить доступ ко второму элементу, применяя это индексирование непосредственно к переменной кортежа nt. Удобно представить это в виде дерева. Визуализируем это вложение как дерево. Кортеж имеет следующие индексы. Если рассмотреть индексы с другими кортежами, мы увидим, что кортеж с индексом 2 содержит кортеж с 2 элементами. Можно получить доступ к этим 2 индексам. Такое же соглашение применяется к индексу 3. Аналогично получаем доступ к элементам этих кортежей. Продолжим процесс. Можно даже получить доступ к более глубоким уровням дерева, добавив еще одну квадратную скобку. Можно получить доступ к различным символам в строке или различным элементам во втором кортеже, содержащимся в первом. Списки – еще одна популярная структура данных в Python. Списки также являются упорядоченной последовательностью. Рассмотрим список L. Список представлен в квадратных скобках. Во многом списки похожи на кортежи. Одно ключевое отличие в том, что они изменчивы.
Списки могут содержать строки, вещественные числа и целые числа. Можно еще вкладывать другие списки, а также кортежи и другие структуры данных. Для вложения применяются те же правила индексации. Как и у кортежей, каждый элемент списка может быть доступен через индекс. В следующей таблице представлены отношения между индексом и элементами в списке. К первому элементу можно получить доступ по имени списка, за которым следует квадратная скобка с порядковым номером. В данном случае 0. Далее можно получить доступ ко второму элементу. Аналогично получаем доступ к последнему элементу. В Python можно использовать отрицательный индекс. Соотношение следующее. Представим соответствующие показатели. Также можно выполнять нарезку в списках. Например, если нам нужны два последних элемента в этом списке, мы используем следующую команду. Обратите внимание, что последний индекс на единицу больше длины списка. Соглашения об индексах для списков и кортеджей идентичны. Для большего количества примеров пройдите упражнение. Мы можем объединять или комбинировать списки, добавляя их. Получаем результат. Новый список имеет следующие индексы. Списки очень гибкие, и поэтому мы можем их изменять. Например, мы применяем метод extend, добавляя точку, затем имя метода, затем круглые скобки. Аргумент внутри скобки – это новый список, который мы собираемся объединить с исходным списком. В этом случае вместо создания нового списка L1 исходный список L изменяется путем добавления двух новых элементов. Чтобы узнать больше о методах, посмотрите наше видео об объектах и классах. Еще один похожий метод – append. Когда мы применяем append вместо extend, мы добавляем один элемент в список. Посмотрите на индекс. Здесь добавлен только один элемент. Индекс 3 содержит список, который мы добавили. После каждого применения метода списки меняются. Если мы применяем extend, добавляются два новых элемента в список. Список L изменяется путем добавления двух новых элементов. Применяя append, мы изменяем список, присоединив строку A. Списки изменчивы, поэтому мы можем их менять. Например, меняем первый элемент следующим образом. Список теперь становится Hard Rock 10 1.2. Элементы списка удаляются с помощью команды del. Просто указываем элемент списка, который мы хотели бы удалить в качестве аргумента. Например, если мы хотим удалить первый элемент, результат становится 10 1.2. Мы можем удалить второй элемент. Эта операция удаляет второй элемент списка. Можно преобразовать строку в список, используя split. Например, метод split преобразует каждую группу символов, разделенных пробелом, в элемент списка. Можно использовать функцию split для разделения строк, используя определенный символ – разделитель. В качестве аргумента задаем разделитель, которым бы мы хотели разбить строку, в данном случае запятая. Результатом является список, в котором каждый элемент соответствует набору символов, разделенных запятой. Когда мы устанавливаем одну переменную b равную a, обе a и b ссылаются на один и тот же список. Несколько имен, ссылающихся на один и тот же объект, называются псевдонимами. Из последнего слайда мы знаем, что первый элемент b задан как hard rock. Если изменить первый элемент в a на банана, мы получим побочный эффект. Значение b изменится как следствие. A и B ссылаются на один и тот же список, поэтому если мы изменим A, список B тоже изменится. Если проверить первый элемент B после изменения списка A, мы получим банана вместо hard rock. Клонировать список A можно, используя следующий синтаксис. Переменная A ссылается на один список. Переменная B ссылается на новую копию или клон исходного списка. Теперь, если вы измените A, B не изменится. Больше информации о списках, кортежах и многих других объектах в Python можно получить, используя функцию help. Просто добавьте ее к списку, кортежу или любому другому объекту Python.
Перейдите к упражнениям для большей информации о списках.